Нужно покупать карту. Теперь идем, тут все такое по-японски. Специально заранее заготавливают. Пришли мы поесть рамен. Так, построились, стали на свои места. И вот мы дошли до дворца. Мы пришли к Макдональдсу. Смотрели «Форсаж», и вот там были такие парковки. Ну, туда, конечно, все светится, прям... Да, вот почти на самом верху. С одной стороны Ланосака, с другой стороны... Центр. Тут очень много всего светится. Опа, это твоя, Настя. Кампай! Розовый вагон. Мы приехали в Осаку. Тогда у нас был очень сложный перелет, поэтому мы не очень радостные. Мы ехали с Минска в Москву, потом с Москвы в Сиань, потом с Сианя в Пекин, и потом с Пекина у нас была очень короткая пересадка. Мы бежали как могли. У нас было меньше часа пересадка из-за того, что перенесли рейсы. Мы об этом узнали, у нас там пытались отменить билеты, но не смогли, мы с ними ругались. Нам отменили билеты, даже написали, что все, билеты отменяются, потому что у вас очень маленькая пересадка. Но мы с ними по почте ругались, звонили, что-то такое, замените нам тогда билеты, потому что в тот момент уже билетов не было, и они стоили очень дорого. А мы купили за 650. И в итоге нам сказали: хорошо, едьте, мы вам поможем. Никто нам особо не помог, мы просто сами бежали, и в итоге успели. Ну, нас посадили на автобус для бизнес-класса, поэтому мы но приехали. мы уже в самом самолете подошли еще раз к стюардессе, сказали, что вот у нас такая проблема, и нам такие: хорошо, мы вам поможем, и просто нам посадили в бизнес-класс, в автобус для бизнес-класса, и мы чуть-чуть раньше приехали, но дальше там сами уже бежали. Вот такая история. Да, но зато, когда нас ждал сюрприз, когда мы приехали, там оказалась очень-очень большая очередь. Нужно было делать QR-код, да, в Осаке. Нужно было делать QR-код, мы его сделали заранее в приложении, но оказалось, что это ничего не значит. Вот, пройти здесь надо, и потом вот сюда вот мы едем. На поезде. Мы уже приехали? Нет, это не наш. Мы стоим уже 1,5 часа, и уже близко конец этой очереди кошмарной. Тут людей очень много. Дышать вообще. Снимать нельзя. Вот. Снимать нельзя. Не значит, все равно все стоят общую очередь. Мы стояли все общую очередь. Мы стояли ее на 1,5 часа точно. Это было очень долго, тяжело, душно. И мы даже не думали, что нужно еще столько времени закладывать на это. И пока проходили границу, очень долго времени, там стояли много очереди, а за это время уже здесь вот наши чемоданы выставили, осталось только найти наш серый чемодан. А вон он, Настя. И все. И так, и другие тоже. Нормально. В чатах рекомендуют обменивать вот в Kix Exchange. В принципе, говорят, обменивать в аэропорту. И вот мы нашли, что тут, в принципе, такой же курс, как и там. Лоббировали схему и теперь запускаем. Вставляем паспорт. Понятно. Я уже там что-то меняла, говорят. Засовываем денежку. Так, ну вроде оно. Паспорт не забудь. Погнали, сейчас нам покажут, как нужно покупать карту. Да, потом выбираем карту ICOCA. Потом выбираем, сколько нам нужно денег положить. В том числе 500 будет как депозит за карту. Да, 2000 мы положим. При этом, короче, карты эти ты покупаешь, и, ну, например, мы покупаем карту в Осаке, и ее мы можем сдать только в Осаке. Вот, мы не сможем сдать ее в Токио, но что поделаешь. Но она будет действовать везде. Все, вот они выехали. А находится это все дело на вокзале. Мы сейчас идем к поездам, и вот здесь продается все.
прикольная. И слева, и справа. По-своему прикольная. Ну, смотрите, 500 юаней разница. Этот стоит 1000 до центра, а этот стоит 1500 до центра. Мы какой хотим? А идут они по времени одинаково. Я за Разница 1000. 5 минут. Вообще классный. Он такой прям красивый. И вот за 1000 мы купили поезд. Час ехать до центра. Кстати, в метро некрасиво разговаривать, поэтому мы сейчас выключим камеру и будем сидеть тихо. Мы проснулись после долгого перелета и сейчас идем гулять на прогулку. Вот, спали долго, но мы теперь идем. Тут все такое по-японски, да. Вот, и нас, короче, сегодня больше. Не сегодня, а в целом в этой поездке больше будет людей. Но, да. Тут очень много обычных машин, но есть еще такие вот всякие маленькие мини-машинки. Вот, мини-автобусики. Это детский сад здесь. Вот. И здесь дети что-то поют. Так мило. Какой-то урок музыки у них. И колючая проволока. Почему-то в этом детском саду. А мы вообще идем вон к тому зданию, которое там. Вон там виднеется сверху, стеклянное. Мы приехали на мини-смотровую. Она бесплатная, но можно посмотреть. Вот. И выходим. Здесь такая плитка, прям как в бассейне. И вот такая дверька. Тут типа гарден. В общем, я нашла отзыв в эту смотровую. Написано бесплатная. Она на этаже 9R или какой-то просто F. RF, самый высокий этаж. Тут, короче, не забыть, где есть посмотреть. Вот можно вот через решетку мы нашли одно место. Но написано было, что прям смотровая. Короче, да, тут нечего смотреть особо. Можно прийти посидеть в парке, но этим занимаются работяги, которые здесь, видимо, работают. А в остальном тут смотреть особо некуда. Мы ехали, в итоге приехали на 14 этаж, самый верхний, вот он, 14-й флор. Да, и тут есть вид на сад. Вид на сад лучше, чем на самом саде, честно говоря. Да, но через стекла. Ну, когда в лифте едешь, красиво. Это что, вообще фудкорт, да? Да, пойдемте пойти. Обычно еду представляют вот в таком виде. Какая-то распечаточка, либо экранчик, где есть цена и как оно выглядит. А в Японии делают вот так. Они специально заранее заготавливают такие вот блюда. То есть, ну, как бы это типа настоящая еда когда-то была, и ее сделали ровно по подобию, чтобы можно было более реалистично посмотреть. Ну, то есть это не настоящее, но ее делали прям с копией какого-то блюда. Пришли мы поесть рамен. И тут, получается, стоит 980. Это примерно сколько долларов? Напишут, сколько долларов. Такой вот, тут есть 3 вида. Один острый, один такой средненький. Да, средненький. В принципе, интересно, большая порция. А еще такие гёдзе пельмени взяли, тоже классно, вкусные. Есть немножко поджаристые, горячие, вообще вкусняшка. Вот отдельные места для того, чтобы люди выходили, и для того, чтобы ждать, куда-то заходить. Так, построились, стали на свои места. Поезд приехал. Так, что-то все пошли не туда, куда надо. Ну, ладно. We will soon be arriving at Morinomiya. Station number 006. The doors on the left side will open. Please. Ехали на каком-то общественном транспорте, то ли метро, то ли просто поезд, но, короче, я тихонечко сидел, но сняли мы как там такие мелочи продуманные, то есть кажется, вроде бы ставить этот ролет, это же ерунда вообще, просто ставил и все. Но вот, как бы, когда солнце жарит, можно взять и закрыть его, и при этом на несколько уровней регулировать можно. Вот, а сейчас мы будем платить. Да, мы как заходим? Мы заходим, сканируем, а потом, когда выходим, вот тоже я прикладываю. И вот тут потом пишется, сколько списалось.
Сколько списала, сколько осталось. 7-Eleven, наверное, на каждой станции метро будет. Мы приехали смотреть замок в Осаке. Тут вот он уже виднеется, самая вершинка, если приблизить. А так тут такой красивый парк. Погодка хорошая, вообще ляпота. Я читал в комментариях, что на поездике там можно доехать до замка. Что ехать тут, в принципе, далековато. У нас все время есть, погуляем. Да, хорошо, что мы решили, это кто-то предлагал всего лишь 1,5 часа пройти пешком до замка. Но тут и так много пространства для гуляний, поэтому... Мы уже решили ехать на поезде, но он нас не дождался и уехал. Следует через полчаса. Там прям идет там в одну точку, потом вот тогда наверх. Можно было, конечно, и проехать за 400 рублей, юаней стоит. Вот. А в этот раз, кстати, мы путешествуем не вдвоем, а у нас больше людей. Вот, это Ваня, а еще Яна и Катя. Да, теперь вы на Ютубе, поздравляю. Мы подошли к главным воротам. Тут у нас ров, и мы будем сейчас заходить. Внутрь. И очень много зелени здесь, конечно, да. Очень зеленый парк, там красивые виды, мы уже нафоткались. Чувствуется осень, конечно, потому что уже как-то все такое не очень прям насыщенное. А что это вода. такое? Нет, пить? нельзя. Нельзя пить. А что с ней делать? И вот мы дошли до дворца. Там еще можно подняться, сейчас будем подниматься, я думаю. Но красота, красивенько. Много людей, тут большой парк, еще вон такое вот здание есть. Нам напомнило или какой-нибудь английский или испанский дворец, замок. Да. Вообще здесь очень все вытоптано, здесь, наверное, должна быть зеленая трава. Но из-за того, что это самая лучшая точка для фотографирования этого замка, тут все вытоптано. Да. Ну, вообще говоря, там подняться туда, зайти вроде денег стоит, и кто-то говорит, что особо ничего там такого нету, все новодел, но не знаю, наверное, мы все равно пойдем. Ну, внутри, да, говорят, что внутри там нечего смотреть, там какие-то коллекции. А вот, да, там дальше вход, я не заметила, вот там уже тикет. Во-во-во, да. Все, дальше мы не пройдем. Я думала, мы же дальше еще пройдем. Но там только, да, только тикеты. Не знаю, сейчас подумаем, идти или не идти, но там, я читала, там очень плохие отзывы. Типа, говорят, снаружи очень красиво, но внутри там вообще нечего смотреть. А еще там он обзорный есть, потому что там обзорный посмотрим. Тут, короче, за зданием музея есть еще один музей. Ну, это, вот, получается, сбоку от основной башни. Здесь есть такая как бы мини-обзорная площадочка на парк этот. То есть мы так вот здесь сверху с этих камней, с этой стены смотрим. Вот здесь лодки плавают, так вот, обзорные тоже. И здесь обзорный этот парк. Ну, как бы в целом красивенько, но, не знаю, по растительности как в Беларуси почти. То есть, ну, деревья такие. То есть, ну, когда-то там в какой-нибудь в других азиатских странах, типа, не знаю, Таиланд, Вьетнам, там они прям такие насыщенные, прям такие тропические, а здесь, ну, как бы умеренный климат или какой здесь, поэтому тоже хорошо, но в Беларуси тоже неплохо. Мы посидели, отдохнули и пошли дальше обходить этот замок, и вот тут мы, получается, с другой стороны, прям очень-очень близко. Но мы решили не подниматься туда. Вот, сейчас еще дальше обойдем его и пойдем на другой выход. Здесь люди сидят, отдыхают. Да, стрелочек столько каких-то непонятных, наверное, велодорожка. Ну да, кстати, левостороннее движение. Мы пришли к Макдональдсу. Вот он, такой странненький. Еще поближе подсниму. А тут такая большая улица. С одной стороны Family Mart, много где видел этот магазин. Сетевой тоже какой-то там 7-Eleven. Наш любимый, конечно же, да. И вот мы сейчас пойдем сравнить цены, конечно же, индекс Биг Мака. Да-да-да, индекс Биг Мака. Так, тут рядом затесался тоже какое-то красно-желтое заведение. Но это, походу, не Макдональдс. Не, это просто какая-то курочка продается, кстати. Да, но это тоже какой-то... А, может, сверху Макдональдс? Ладно. Мы долго разбирались, что это, и в итоге... Ну, вроде бы это настоящий Макдональдс. Но мы, короче, здесь тут такая подъем наверх,
странный, непонятный. И мы что-то понавыбирали, и сейчас вот пойдем тестировать. Оказалось, что Мак в Японии не имеет приложения, как обычно. То есть в этом большом приложении, которое по всем странам, нету Японии. Удивительно. Тут вот такая вот меню на 2 страницах. Чикенбургер стоит 190 йен. То всякие там гамбургеры, все это примерно в такую цену. Что тут еще из базового есть? Средняя картошка 330. Средняя картошка 330. Мак-меню стоит 780. А просто бургер 500. Понятно. Короче, мы решили, что это нам все скучно, и взять Happy Meal по-японски. Ерунду, да. Что входит в Happy Meal по-японски? 510. Блинчики. Ой, не открываются. Ой, какие они маленькие. Панкейки, да. С соусами. Сок. Это мы не поняли, что это такое. Написано было кукуруза. Это реально кукуруза. Это просто кукуруза. Нормально, я съем. Да, и игрушка. Там, короче, игрушки по дням. Мы выбрали с Том и Джерри. И тут... Мы, кстати, другой выбрали. Да. Ладно. Я почитала. Есть инструкция, между прочим. Вот инструкция. Что нужно так вот складывать. Мне теперь нравится эта игрушка. Не знаю, в чем ее физический смысл, но выглядит прикольно. А еще мы распробовали эту кукурузу с фасолью. И, ну, в принципе, вкусненько. Осталось блины попробовать. Нам идет вот такая соус, мед, не знаю, что-то там сладкое. И мы не знаем, как его открывать. Вот. Но поступило предложение, что нужно просто вот так вот давить, и она потом выльется. Я сейчас буду... Да. Только одно открылось. А вторая не открылась. Понятно. Я, короче, думал, конечно, по отдельности вылить. Мы перед тем, как поехать в Японию, смотрели «Форсаж», и вот там были такие парковки, сколько «Форсажу» лет, 20 лет назад, и вот они здесь тоже есть. Там крутится, потом открывается, заезжает, и там, ну, короче, машина так вот крутится по кругу. Да, а потом, когда он выезжает, он становится на этот кружочек, его разворачивает, и он уезжает. Это вот в «Форсаже» было 20 лет назад, но до сих пор круто, я до сих пор в шоке от такого. Вообще классно. Сейчас кружиться будет? Наша. Наша? Не наша. Поворот тачек вперед. Наша. Всё, ещё Сколько не там машин? Наверное, очень много. наша. Это будет таймлапс, короче. Интересно, он не стесняется? Я думаю, надо дойти, а то вдруг он еще собирается. Думаю, я снимаю 4 человека. Уезжает. Он что-то разворачиваться здесь будет еще на кругу. Подождите, я хочу снять полностью. Чик. Все, стал. Опа, поехала. Ну и, короче, вот так вот. Мы тут идем, как бы места мало, везде парковки странные, и заправки тоже странные. Ну как, они вот сверху висят, тут подтягиваешь потом и заправляют. Вот. А еще я хотел пожаловаться на велосипедистов, короче, это вообще жесть. Вот просто они ездят здесь везде, как бы все вроде бы четко, классно, там все соблюдается, но велосипедисты со всех сторон, а если еще дорога какая-нибудь поуже, то, ну, прям вообще придется, не знаю, иногда так вылетают неожиданно. Вот, конечно, во Вьетнаме прямо на мопедах это делают, и вот, но там ты как бы вроде как готов к этому, а здесь ты не готов, и ты просто... Ты хочешь чувствовать себя в безопасности. А еще смотрите, какие люки красивые. Я уже 100 раз видела. Они везде разные, и везде такие красивые. Вообще классно. Мне очень нравится. Я хожу на люки, залипаю. Мы гуляли и решили, что пора бы уже, так сказать, рамен поели, пора и суши поесть. Поэтому мы идем в одну из точек, которую Настя нам подобрала, нашла. И
Вот здесь такая главная улица, здесь да, какие-то много всяких развлечений. И мы сейчас пойдем дальше искать наши суши. Да, мы нашли одну суши-ресторан, там сетевой, конечно, но говорят, что там очень вкусно, и там хорошие отзывы. Будем пробовать, наконец-таки, настоящие японские суши. Вот. А еще можно покататься на кораблике, но стоит 2000 йен на человека. Но вроде как красивенько, прикольненько. Людей много, по крайней мере, спросом пользуются. Ну, тут, да, конечно, все светится. Прям увидели мы тут такое вот колесо обозрения, скажем так. Да, всунуть ее сюда — это смело и сильно. Ну, попробуем сейчас, посмотрим, сколько стоит. И как там по людям, что там людей очень много. Может быть, пойдем. Мы пришли к основанию этой конструкции всей. И здесь какой-то магазин, супермаркет, непонятно. А, вон там тикет покупает. Настя сейчас посмотрит, что-то как. Решили мы сюда все-таки подняться. На эту обзорное колесо. И тут очередь, короче, несколько пролетов. Ну да, там уже людей нету, но в целом стоим в очереди. Сейчас пойдем, стоит 1000 йен. Ищешь какой-нибудь шарик, у тебя выпадет красный или желтый. У тебя белый тоже. У всех белые. Эх, дают конфетку за белый. А еще мы, да, вот стоим уже в очередь. Это доп-приколюха. Это доп-приколюха для тех, кто стоит в очередь. Вот мы сели, и я видела, сейчас она будет крутиться. О, мы снимаем. Вот мы поворачиваемся. И сейчас будем лицом к... Опа. Только оно застеклено. Ну да, немножко обшарпанное, конечно, стекло. Блин, жалко, а что оно не застекленное сделать? Сделать не застекленное. Жужжит она, конечно. Да, 2005 года постройки. Ну, не страшно, не страшно. Тут все сделали, чтобы я не выпрыгнула случайно. Мы еще, знаете, что заметили? Что тут вот с другой стороны тоже есть типа зеркало. Но тут, конечно... О, немножко город сейчас видно. Да, мы почти до самого верха металлоконструкции были, а вот тут, когда уже наверх поднимаемся, какой-то город виден. Ну, мы вообще очень высоко. Жалко, с той стороны так заляпано, не видно. Да, то есть там вроде бы прикольно. Там прям вообще красиво. И улицы очень плохо видно. видно. Короче, им бы стекла поменять, конечно, надо было. Целую 1000 заплатили. Они работают с 2005 года, это вся конструкция здесь. Ну, стекла поменяются, это не так дорого стоит, мне кажется. 77 метров высота, 15 минут ехать. О, ну мы в самом верху уже, да. Уже даже и не видно эту улицу, которая под нами. Только дома эти высокие. Ну, правда, высокая душа. Как-то я его даже и не замечала, пока мы ходили. Как тебе ощущения? Ой, ну, блин, прикольно, но надо знать примерно, что здесь представляет на собой. Ну, нормально. Типа, посмотрел сверху, 20 рублей стоит ли? Ну, вообще, да, с одной стороны, все просто обзорные площадки в Осаке по 2000, а тут как бы обзорные за 1000, да, дешевле, да, прикольно, что это такая улица центральная, и прикольно, что, в принципе, колесо обозрения, я люблю их, но стекла поменяются, ё-моё, вы ж чего? Ну, реально же плохо видно, особенно вечером, когда все эти огни, да, даже когда солнце, днем, наверное, еще хуже будет видно, честно говоря. Я не понимаю, это, мне кажется, не так тяжело, оно такое покоцанное, и от этого все впечатление портится. Если бы не окна, я бы сказала, однозначно стоит идти. Но из-за таких покоцанных стекол даже не знаю. Как бы с одной стороны, я не жалею, что сходила, с другой стороны, второй раз бы я не пошла точно, конечно же, но советовать людям, не знаю, советовать ли... Точно на 4 человек будет кабинка, но мы 5 не влезли, поэтому едем вдвоем. Сейчас еще спросим у других людей мнение.
Ну что, как вам? Нужно интервью. Было стрёмно, когда эта фигня начала очень сильно трещать. Мы подумали, что она сейчас начнет крутиться туда-обратно. Вот, но... За 1500 не хотите купить фотографию? Короче, рассказывайте, ну что, вам понравилось? Ну, за 1000 йен нормально. То есть там окна такие грязненькие, немножко пошарпанные, но в целом, ну, есть А на вы что видишь, там посмотреть. сзади еще окно есть? Да, сзади тоже есть окна, но они такие грязные, поэтому было не очень комфортно наблюдать, но в целом было прикольно. А тебе как, Ваня? Ой, перед сном самое то. Вот так убаюкивает. О. Понятно. Тут, короче, выходишь, и сразу же много всяких приколюшек, сувенирчиков и прочего. Тут, например, вот есть этот наборчик киткатный. Да, С- прикольно, что он... С одной стороны он Осака, с другой стороны вот эта улица. Улица, да, которая вот он здесь. Бори. Тут этот магазин 3 этажа точно, может быть, даже и больше. Мы уже не смогли там быть, потому что там просто очень много людей. Наверное, нужно приходить все-таки более не в такое туристическое время, а не вечер. А вот это, я так понимаю, уже прям самый центр. Тут очень много всего светится, очень все блестит, свистит. Очень громко, много людей, крабы, осьминоги, чего-то только нету. Вот, да. То же самое и туда. Мы пришли в ресторан, там было все занято, и там можно вот забронировать, себе номер и ждать потом, вот, когда придет твое время. Мы вот забронировали, теперь ждем. Тут, в принципе, обычно такая тема, что ставят рядом с заведениями стульчики, и ты не можешь заходить, тебе нужно ждать, пока тебя позовут, и тогда ты идешь. Вот. И там тоже, то есть везде так. Но здесь прям какой-то большой спрос, и вот сейчас 341 номер пошел, у нас 350. Наш столик. Наш столик. Опа. Чтобы вы понимали, раньше была популярна здесь, когда еда ездит сразу вот на таких вот штучках, и потом просто берешь то, что тебе нравится, ешь и платишь потом. Но дети начали облизывать эту еду, и теперь они ее сделали в таком режиме, то есть телевизор, и ты как бы тыкаешь ее, выбираешь, как в игре, а потом оно материализуется. У тебя вот сюда приезжает вот так вот. Оп. Опа, это твоя, Настя. Как говорить нужно? Кампай. Кампай! Окей, thank you. Короче, мы деревня не знаем, как даже заворачивать сыров. Thank you. Пришлось звать людей, чтобы нам рассказали, как заворачивать. Ой. Ну, вроде понятно, тяжело. Почему сразу не... Ну, Мы нашли тут автоматы. Всякие разные можно выиграть. Мы вот играем на что-то. в общем-то, вроде как направляемся в сторону дома, идем тут. Такие вот японские всякие улочки здесь. И мы не могли не пройти мимо опять автоматов. Да, очень много достопримечательностей. Но оно стоит 200 йен. 200 йен – это уже too much. Мы, конечно, готовы были много соток потратить, но 200 – это уже перебор. Гиго, да. На самом деле в Токио таких прям очень много, там целые районы. И, то есть ты прям заходишь, играешь тоже. И там не только где вот ты кидаешь и потом что-то пытаешься вытянуть, там много разных игровых автоматов, там где как на машине ездишь, там бьешься с кем-нибудь, стреляешь, всякое такое кидаешь. Я думаю, мы еще поиграем. Да, надо туда денег запастись.
вытащили люди, все-таки можно вытащить. Между прочим, в Осаке и в Японии есть вагон только для женщин. Вот там это 6-й вагон, и вот мы сейчас будем заходить и смотреть, реально ли туда не пускают мужчин. Пока что тут стоят только женщины. Да, протестируем, все покажем. Я думала, что такое есть только в Дубае, только для женщин вагон, но оказывается в Японии тоже. И он реально розовый. Он весь розовый, ребят. Нет, вот мужчина выходит. Опа! Пу-пу-пу. Розовый вагон. Есть парни? Нет, действительно только мы женщины. Прикольно. Практически ничем не отличается от обычных вагонов, только отсутствие мужиков. Это неплохо. А еще прикольно, что можно переходить с вагона в вагон. Вот такие дверцы. Вот, и вон там Дима едет. Вот, Дима едет в вагоне для мужчин. Зайти в другой вагон довольно-таки сложно. Но вот один мужчина зашел, но больше мужчин в нем не видели. Кстати, тут вот у нас уже кончились деньги на карте. Нет, вот сюда вот надо нажимать было. Я не смотрел. Вот сюда вот нажимаем, пополняем карту. Вставляем ее. И тут, кстати, можно вот выбрать сумму, и получается можно даже положить, вот выбрать 2000, да, положить какую-нибудь десятку, и тебе дадут сдачу. То есть тут сдачи есть и монетками, и купюрами, и, в принципе, да, вот. Какой ты богатый, Ваня. А еще, кстати, можно вот кидать монетки. То есть, например, если у вас нет 10 тысяч, допустим, то можно закинуть монетки, вот даже пишут. В общем, закидывать, что хочешь. Классно. Ну, мне нравятся эти автоматы, они такие прям... Они такие олдовые, но, блин, все вот четко. Все есть, все четко, все правильно, все выдается, все принимается, круто. Вообще, в принципе, все эти магазины, которые тут есть, примерно один тип, если это маленькие. Тут продаются, кстати, вон и майки, и зонтики, для начала там и книги. Вообще, кстати, все время есть обычно банкоматы еще, кстати, иногда есть обменники. Но вообще мы вот набирали уже всяких вкусняшек. Тут, кстати, еще есть всякие разные там медицинские товары, там или зубные, или косметика, но там тоже надо разбираться. Ну все по чуть-чуть, короче. Да. Мы вот шоколадки уже набрали. Кстати, шоколадки вот так примерно в такую цену, там 300. Вот тут есть две цены, это типа без налогов, это с налогами, но нужно как бы пониженнее считать, потому что верхняя это, не знаю, зачем. Тут нету tax-free? Да. Нет, есть, но не на продукты. Не, на продукты, но в другом магазине. Дима купил такой вот кофе. Ну, там, короче, есть разные виды. Тут вот оно есть закрытое в банках, но я выбрал вот другое. Я взял вот из этих вот, типа, ну, Starbucks он везде, ну, много где есть. И вот такой бренд, не знаю, есть разные. Тут без сахара, есть эспрессо, и очень много молока. Есть по аналогии другие такие вот, в общем, обилие. Тут есть всякая разная готовая еда. Тоже вот, например, это макароны с сыром. Тут там вот мы вчера брали, тут, ну, в принципе, много чего есть. Вот тут тоже есть такие сушенки. Ну, кстати, вот эти мне не очень понравились. По сравнению с тем, как мы сегодня суши ели, это, конечно, так себе. Но купить, как бы, перекусить можно. Еще в некоторых магазинах говорят, на такие суши-наборы вечером скидка, но тут почему-то нет. А еще классно, мы сегодня покупали, это, короче, оно горячее. Вот кажется, что нет, но оно прям горячее, оно теплое, это вот все, это теплое. В холодильнике есть горячильники. Да, и мы, например, сегодня такой чай купили, и мы шли, держались за него, грелись, и было очень Эспрессо тоже теплый. Ну и много разных мороженых. Я взял одно на пробу сегодня. Посмотрим.